покупают в аптеке перекись, часто там вместо перекиси, извините, уже вода. Ни одного нормального образца нету. Розница говорит 2 года, производитель говорит лейте больше. Но это обман. Всем привет! В каждой аптеке есть продукт, который успел снискать настоящую народную любовь. Перекись водорода – надежный помощник не только от ран и порезов, ей стирают, дезинфицируют поверхности. Однако с этим продуктом в том числе связано множество мифов. Как производится перекись водорода, что нам продают в аптеках, какие свойства таит в себе, казалось бы, обычная перекись водорода. Об этом мы сегодня поговорим с директором компании «Прохим», кандидатом химических наук, экспертом в области производства и применения перекиси водорода Братиловым Сергеем Борисовичем. Сергей Борисович, расскажите немного о себе и о вашей компании. В 1987 году я закончил технологический институт в городе Ленинграде. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по органической химии. И далее несколько лет работал в Государственном институте прикладной химии в команде, которая курировала, проектировала все производства перекиси водорода в Российской Федерации, тогда еще в Советском Союзе. Далее ушел в начале 90-х годов в бизнес, и вот с тех пор наша компания «Прохим» занимается в разных ипостасях перекисью водорода. Собственно, Сергей Борисович, расскажите тогда для тех, кто не знает, что такое перекись водорода и какие у нее особенности. Что она из себя представляет? Это молекула воды H2O, к которой добавлен еще один атом кислорода. И этот атом кислорода называется активным. И, соответственно, формула у нас получается H2O2. Именно этот атом кислорода, он обуславливает все эти свойства перекиси водорода как окислителя, которые используются и в промышленности, и в быту. Но при этом этот атом кислорода может сыграть с нами и в производствах тоже злую шутку, потому что если неправильно с перекисью водорода обходиться, то можно поиметь много проблем в виде пожара, взрыва, ожогов и так далее. Есть ли какие-то неприятные вещи, связанные с перекисью водорода в быту? Самое неприятное – это тогда, когда люди, допустим, берут перекись водорода 37%, например, и используют ее для очистки бассейнов. И если хранить ее неправильно, то могут быть пожары, ожоги и так далее. В целом перекись водорода – вещество само по себе не слишком стабильное, и при неправильном обращении, как я сказал, уже могут возникнуть какие-то проблемы. В целом, если смотреть на перекись водорода как на вещество, то ее стабильность зависит от того, в чем она хранится, с какими материалами она соприкасается, соответственно, от чистоты самой перекиси водорода и от количества и качества стабилизаторов, которые добавляют именно для того, чтобы перекись водорода хранилась дольше и безопасно. Что происходит при разложении перекиси водорода? Если посмотреть на канистру с перекисью водорода, на прозрачную и так далее, выделяются пузырьки. Это естественный процесс, и перекись водорода разлагается постоянно на самом деле, вне зависимости от ее качества и так далее. Но есть нюансы, связанные со скоростью этого разложения. Если перекись водорода чем-то загрязнена или соприкасается с неправильными материалами, неправильно стабилизирована, плохо стабилизирована, то разлагаться она может быстро, вплоть до взрыва. То есть, как пример могу сказать, что при полном разложении перекись водорода, содержащаяся в 37% растворе, выделяется примерно 140 литров чистого кислорода. Можете себе представить, что это такое. Из 1 литра 140 литров. То есть это в идеале получается давление 140 атмосфер. Соответственно, кто-то из наших зрителей встречался с ситуацией, когда бутылки раздуваются, у некоторых, может быть, даже они лопались. Это именно следствие разложения перекиси водорода. То есть, по сути, получается и работа с перекисью водорода, и ее транспортировка – это такая история довольно опасная. И как этих всех опасных моментов избежать? Если мы говорим о каких-то бытовых вещах, то люди, которые перевозят перекись водорода в багажниках своих машин, особенно, в первую очередь, речь идет, конечно, о концентрированной перекиси водорода, они довольно сильно рискуют, потому что перекись водорода нестойкая, окажется нестойкой, плохого качества. Если оставить ее
в багажнике, допустим, машины, да, там на солнце там, и так далее, то, опять же, канистра может лопнуть, перекись водорода выльется в тот же багажник, и просто будет пожар. При разложении происходит подъем температуры, и, соответственно, кислород, который выделяется, он поменяет все, что горючее есть в машине или там у вас где-то в сарае, на складе там и так далее. И в этом, собственно говоря, ее основная опасность. Давайте поподробнее остановимся на процессе производства перекиси водорода, как она производится, и сам процесс влияет ли на качество перекиси водорода. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в недалекое прошлое, в пору Советского Союза. Значит, в Советском Союзе было создано две технологии производства перекиси водорода в том институте, о котором я уже упоминал. Одна технология называется изопропиловая, вторая электрохимическая. По первому способу перекись водорода получается с большим количеством органических примесей. В основном это уксусная кислота, и она и пахнет уксусной кислотой. Многие, наверное, это знают. И второй способ – это электрохимический, когда органика полностью отсутствует, перекись водорода получалась очень и очень чистой, и именно эта перекись водорода у нас использовалась в военной промышленности, в полетах в космос, на ракетах-носителях «Союз», в медицине и так далее. На сегодняшний день у нас осталась только изопропиловая технология, электрохимическая технология практически умерла. Есть небольшое производство под Новосибирском, но оно практически полностью задействовано под там, военные и космические цели. Третья технология, которая присутствует в мире, это так называемая антрахинонная технология. Она была создана в Германии во время Второй мировой войны. И после того, как война закончилась, так получилось, что технология досталась нашим партнерам из Соединенных Штатов. И с тех пор как бы эта технология расползлась по всему миру, и, по сути, она сейчас является доминирующей. В процессе получения перекиси водорода там образуются совершенно другие примеси, и затем ее очищают и используют в разных отраслях промышленности, в быту и так далее. То есть на сегодняшний день мы имеем три разных технологии, то есть электрохимическая, изопропиловая и антрахинонная, и совершенно разный состав примесей, которые образуются в результате этих разных способов получения. Но электрохимической, вы сказали, в России сейчас нет, эта технология отсутствует. Что, получается, мы тогда покупаем в аптеках? Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу рассказать о том, что произошло в 2000-х годах. Производство электрохимической перекиси у нас закрылись. Соответственно, производство чистого базового продукта, который использовался, опять же, в медицине, оно сейчас в России практически отсутствует. Далее, совершенно случайно выяснилось, что техническая перекись водорода по тем показателям, по которым анализируется медицинская перекись водорода, она полностью и соответствует этой медицинской перекиси водорода. Но если смотреть в правоостанавливающий документ, а именно в ГОСТ, на перекись водорода, который никто не отменял на самом деле, там прямо написано, что медицинская перекись водорода получается электрохимическим способом. Почему в ГОСТе указан именно способ получения? Потому что каждый способ получения, как я и уже сказал, дает разные примеси. Соответственно, при электрохимическом способе получения примесей практически нет. Перекись была очень и очень чистая. И, соответственно, там количество примесей было очень маленькое. И качество примесей было, самое простое, как бы. А антрахинонный способ производства, он по формальным показателям подходит под нашу, старую медицинскую перекись водорода. Но там огромное количество примесей, которые никто не анализирует. Какие примеси в антрахинонной перекиси? То есть, в первую очередь, это органический растворитель, в котором ведется процесс получения перекиси. Второе – это специфический состав стабилизаторов. Перекись техническая, соответственно, состав стабилизаторов такой, что никто не обращает и не обращал внимания на его состав, потому что не предполагается контакта этой перекиси водорода с человеком, да, то есть в быту, в медицине, в пищевой промышленности и так далее. И третье – это антрахиноны, которые являются сырьем для производства перекиси водорода. Это вообще канцерогены. Но они там тоже присутствуют. Но что произошло? Поскольку, как я уже сказал, показатели сходны, то на сегодняшний день
Вся перекись, которая реализуется в Российской Федерации, абсолютно вся, она вся техническая и произведена по антрахеонной технологии со всеми вот этими примесями, о которых я упомянул. Как вообще, чем определяется качество перекиси водорода? Это состав примесей, их количество этих примесей и стабильность. С примесями понятно. Что такое стабильность? В лаборатории стабильность определяется следующим образом. То есть берется перекись водорода, греется 16 часов при 96 градусах и смотрится падение концентрации. Нормально считается стабильность 95%. Но в силу того, что сейчас в Российскую Федерацию заводится перекись очень плохого качества, то вот эта стабильность 95% для всех наших производителей, я имею в виду фармацевтические фабрики, гаражные производства и так далее, это просто мистика на самом деле. Этого нет ни у кого даже близко. Собственно говоря, и происходит то, что люди видят, покупают в аптеке перекись. Во-первых, она имеет запах органического растворителя, то есть это растворитель, в котором ведется процесс. Во-вторых, часто там вместо перекиси, извините, уже вода. Потому что стабильность плохая, перекись разлагается. То, что она не раздувается, допустим, вот в 100-миллилитровых флаконах, которые продаются в аптеке, просто потому что, стоит флакон, этот флакон по резьбе не герметичен. Соответственно, кислород имеет возможность выходить из канистры, из этого флакона, и он не раздувается. Поэтому не должно быть иллюзии, что если не раздувается, это перекись хорошего качества. Она вся, на самом деле, качество плохого. Мы проверили очень много образцов перекиси, купленных в аптеке. Честно вам скажу, ни одного нормального образца нету. Причем нужно понимать, что фармацевтические компании, которые производят перекись водорода, они все имеют лицензию Министерства здравоохранения. В флаконе написано срок годности 2 года. Естественно, что никаких 2 годах срока хранения речи быть не может, потому что она разлагается гораздо раньше на самом-то деле. А если открыть, она разлагается быстрее или это миф? Я не знаю, кто и когда совершил этот вброс в интернете и вообще в общественную среду, скажем так, да, но это либо какая-то неграмотность, либо это какая-то диверсия, потому что перекись водорода, она стоит в стакане, грубо говоря, или во флаконе, неважно. Если в нее грязь не попадает, она не разлагается. А все разговоры о том, что вы открыли банку, кислород улетел, и там осталась вода, это просто обман. Естественно, этот обман, он выгоден производителям, да, потому что, когда им говорят о том, что почему у вас вместо перекиси через 3 месяца, извините, вода, они говорят, вы же открыли банку, кислород улетел, и осталась вода. Как-то вот так. По факту тогда сколько может храниться флакончик с перекисью водорода? Если мы говорим, допустим, о нашей перекиси водорода, которую делаем мы, у нее срок хранения реальный 3 года. Но я думаю, что если она будет храниться в холодильнике, и в нее не будет грязь попадать, то она 5 лет простоит. У нас мы с начала производства в мае прошлого года поставили специально у себя в лаборатории просто на хранение флакон. И через год померили концентрацию. Падения нет никакого, вообще никакого. Если сравнить с тем, что продается в аптеках, например, мы взяли перекись водорода, померили стабильность одного из известных производителей. Вместо наших 98-99% у них стабильность 0,6%. То есть 0, практически 0. Взяли перекись другого производителя, тоже с лицензией. Поставили в офисе. Концентрация была начально 6%. Через год она стала 1,25%. При том, что на этикетке написано срок хранения 2 года. Выводы делайте сами, что нам продают, что мы покупаем и так далее. Вполне резонный вопрос тогда, чем занимаются на самом деле компании, название которых указано в качестве производителя флаконов, на флаконах, и где написано как раз все эти... Компании занимаются следующим образом. Сейчас схема одна. Сейчас в Российской Федерации заводится индийская, турецкая, китайская, корейская перекись водорода, в основном очень плохого качества. Далее эта перекись водорода разбавляется, например, до 37%, на нее вешается этикетка «медицинская перекись водорода». Далее, если говорить о перекиси, которая продается в аптеке, далее эта перекись поступает на фармацевтическую фабрику,
На фармацевтической фабрике это разбавляется до 3,6%, и далее все это поступает в аптечную сеть. Соответственно, что мы имеем? Начальная перекись, которая заводится, она сама по себе плохого качества, имеет плохую стабильность. Далее, люди, которые ее разбавляют до 37%, часто очень плохой водой, она еще больше становится, точнее, менее стабильной. Потом она поступает на фармацевтическую фабрику, ее еще разбавляют непонятно чем, добавляют бензоат натрия, и в итоге мы получаем непонятно что. Ну, мне так кажется. Потому что, судя по тем анализам, которые мы делали у себя в лаборатории, качество перекиси водорода, оно по сравнению с тем, что было там 20 лет назад, оно просто никакое. Как это проявляется? То есть как должна работать перекись водорода? И как она работает после вот этих вот нескольких стадий разбавления? Смотрите, если взять хорошую перекись водорода, вот либо то, что делаем мы, либо если кто помнит советскую перекись водорода, вот при порезах просто капаете перекись водорода на порез, и она мгновенно вспенивается, кровь, да, и происходит, кровь останавливается, да. Если вы берете перекись водорода из аптеки, то я очень часто слышу о том, что она не сворачивает кровь, а просто ее смывает. Может быть, как дезинфицирующее средство, оно работает нормально. Но в качестве кровоостанавливающего средства оно вообще никуда не годится на самом-то деле. Кстати говоря, в плане, опять же, качества, я в свое время сделал такой дома эксперимент. Взял ингалятор, электрический, которым обычно люди при простудах лечатся, да, налил вот наши перекиси водорода 3%, и спокойно дышал минут 10, пока вот весь этот стаканчик, регатор, он не опустошился. Потом я взял нашу перекись, добавил туда бензоат натрия, который все непонятно зачем добавляют на фармацевтических фабриках в количестве 400 мг на литр. Начал ей дышать. Кашлять я начал через пару минут. Потом я прочитал, что бензоат натрия, еще астму вызывает. Вот мне стала понятна причина кашля. Потом я взял перекись аптечную с желтой этикеткой, начал пробовать ее. Через где-то минуту или полторы у меня полились слезы, там, из носа, вообще все. То есть дикое раздражение слизистых оболочек. И уже из этого можно сделать вывод, как наш организм реагирует на перекись водорода разного качества. Вот куплено в аптеке перекись. Вы как раз сказали про удостоверение Минздрава, которое получает перекись водорода. Чем отличается перекись водорода с этим удостоверением, которые продаются в аптеках, от перекиси для дезинфекции? Есть два документа, которые сопроводительные документы, с которыми продается перекись водорода. Это регистрационное удостоверение Минздрава на лекарственный препарат медицинского назначения. Вот так он сейчас называется, документ. А второй документ на дезинфицирующее средство с листа государственной регистрации. Так вот, разницы никакой нету на сегодняшний день. Все, грубо говоря, льется из одной бочки. Далее, эта антрахинонная перекись, техническая, я имею в виду. И далее на фармацевтических фабриках, когда они получают 3,6%, они туда еще и бензоат натрия добавляют. Что такое бензоат натрия? Вообще изначально когда-то его добавляли, это, наверное, еще лет 50 назад, в советскую хорошую перекись водорода. Возможно, он как стабилизатор как-то работал. Не очень себе представляю как, но хорошо, раз добавляли, наверное, работал. Перекись сейчас другая. Наука в плане стабилизации перекиси уже давно ушла вперед. Никто в мире вообще этот бензоат спросил, у них они даже не знают, что бензоат, оказывается, в перекись водорода как-то используется. Кто-то когда-то придумал его как удлинитель сроков хранения мясных продуктов, колбасы и так далее. А кто-то придумал сыпать в перекись. И сейчас если вы пойдете на фармацевтическую фабрику, спросите у них, зачем вы сыпете туда бензоат? Я вам говорю 100% гарантию, вам пожмут плечами и скажут, мы так делаем уже лет 50. У нас в регламентах написано, мы и сыпем. И никто себе не дает отчета в том, зачем они сыпят, к чему это приводит. На самом деле это яд. Но проблема сейчас не только в бензоате, как в таковом, я еще раз говорю, а в том, что в перекиси, продаваемой в аптеках, присутствует очень много органики. И если вы возьмете, допустим, нашу перекись водорода, откроете ее, понюхаете. Знаете? Вот так. Она пахнет перекисью водорода. Чистая перекись водорода. Легкий запах озона. Если вы возьмете любую перекись водорода из аптеки, у нее запах бензина, органического растворителя и так далее. Но выводы можно сделать, что там продают. Получается, проблем на рынке много, связанных с перекисью водорода. Как это все решать?
Но я считаю, что уж как минимум нужно менять нормативную базу. То есть, поскольку в любом случае других вариантов, кроме использования антрахинонной перекиси, нет. А я еще раз говорю, она бывает тоже разной частоты. Вот. Она же очищается. Вот. Нужно, соответственно, вводить в нормативные документы показатель, который называется содержание органического углерода, так как это сделано во всех нормативных документах в любой стране за границей. Перекись, которая используется сейчас, ее использование прямо запрещено даже в Китае. Понимаете как? Про Европу. Вот я, например, могу сказать, что есть понятие сухого остатка. Если возьмете, теперь полностью испарите, у нее останется какой-то там сухой остаток. Да? У нас сухой остаток даже по ГОСТу в медицинской перекиси 600 миллиграмм на литр, а в Европе 3. Разница в 200 раз. Понимаете, да? И когда мы берем антрахинонную перекись, в ней много органики, в ней антрахиноны, я еще раз говорю, и так далее. Соответственно, эти все показатели, содержание этих веществ, оно должно как-то нормироваться. Но оно у нас никак не нормируется. Понимаете? Вообще никак. Соответственно, производители, пользуясь несовершенством нашей нормативной базы, нам продают техническую перекись. Как сделать из этой перекиси техническую, я могу сказать. Вы берете нашу перекись, да, она чистая, в ней очень мало органики, ее там практически нет. Если вы купите любой растворитель в хозяйственном магазине, нальете в эту перекись, и вы получите то, что продается в аптеке. Вам это понравится? Думаю, что нет. Давайте как раз остановимся на вашей перекиси от компании «Прохим». Вы в 2 словах уже сказали, да, что и запахом отличается, и составом. Тезисно глобальное отличие перекиси «Прохим» от любой другой. Смотрите, вся перекись, которая продается в Российской Федерации, еще раз говорю, она вся антрахинонная, но она может отличаться степенью чистоты. У нас перекись, которую мы используем, она пищевого качества. Там очень жестко нормируются эти показатели, о которых я говорил. В первую очередь, это органический углерод. Поскольку его мало, соответственно, наша перекись растворителем не пахнет. Второй момент. Поскольку она у нас чистая, и мы ее правильно стабилизируем для использования в пищевой промышленности, у нас там нет бензоата натрия. У нас там нет антрахинонов. И очень важный момент, тот, который мы с вами обсуждали, это срок хранения. То есть то, что написано у нас 36 месяцев, это сущая правда. Она реально у вас будет храниться 36 месяцев. И еще раз говорю, поставите в холодильник и 5 лет простоит. Никаких гарантий сроков хранения, которые написаны на этикетках аптечной перекиси, вам никто не даст. Тем более, что нужно понимать, что 2 года, которые написаны на этикетке, это в том числе и требования аптечных сетей, вообще розницы. Почему они написали и решили 2 года, это нужно вопрос уже рознице задать. Розница говорит 2 года, производителю деваться некуда, он должен писать 2 года. Они, может быть, по-честному бы и написали 6 месяцев, как это было раньше, кстати говоря. Сейчас они пишут 2 года, потому что это требование розницы. Но это обман. Вольный или невольный, но это обман. 2 года ни одна перекись, кроме нашей, храниться точно не будет. Перекись водорода – это такая константа любой аптечки, но все-таки чаще всего ее используют врачи. Что касается качества перекиси водорода, обсуждали ли вы его с практикующими врачами? Качество с практикующими врачами обсуждали после следующих событий. Мы дали нашим, знакомым врачам нашу перекись водорода, попросили их использовать в том амплуа, в котором они используют обычно, то есть в качестве кровоостанавливающего средства. Я не буду называть клиники здесь, в Петербурге, но это гинекология. Они взяли нашу перекись и просто ее сравнили с той перекисью, ее работу с той перекисью, которую они там используют обычно. Разница очень большая. В итоге сейчас закончилось тем, что они на маркетплейсах, на Озоне и так далее, покупают нашу перекись, переливают ее в те бутылочки, в которых они до этого покупали, дабы у проверяющих не было вопросов, и используют нашу перекись. Потому что они говорят, она реально работает так, как она должна работать. А та перекись, которую они покупали до этого, нормально не работает. Где-то летом мы грузили несколько тонн в Донбасс, в госпитале.
и попросили хирургов сравнить, опять же, качество работы перекиси нашей и качество с качеством работы той перекиси, которую они используют до этого. Но то хирурги говорят, что наша перекись работает значительно лучше. Это же объективно картина. Мы же не просили хирургов, расскажите, какая там у нас она распрекрасна. Просто попросили дать объективную оценку. Вот она. Вот два совершенно разных случая, но они уже о чем-то говорят. Когда они останавливают кровь или делают перевязки нашей перекиси водорода, она реально останавливает кровь, работает так, как и надо. Когда они делали то же самое до этого и добавляли другую перекись водорода, обычную аптечную, она просто смывает кровь, но ее останавливает очень плохо. Я спрашиваю, вы как-то у производителя интересовались, что, собственно говоря, происходит? Это же ненормально. Да, интересовались. Производитель говорит, лейте больше. Лейте больше. Ну и в итоге получается такая мысль возникает, что если производитель говорит, лейте больше, значит им получается, чем хуже, тем лучше. Но это же преступление, понимаете? Это же боевые действия, это кровь, это наши военные и так далее. Если брать обывателя при всем при этом, он больше доверяет перекиси водорода, которая продается не на маркетплейсах, а в аптеке. Учитывая, что ваша перекись водорода в аптеках не продается, почему люди должны довериться не аптечные? Мы продаем, у нас есть партнеры, которые продают нашу перекись водорода на Озоне, на Валбересе. Я, естественно, читаю отзывы людей. И я вам хочу сказать, что за примерно год у нас там, если суммировать, порядка 3000 отзывов. Это очень много. 99% отзывов, они положительные. Единственное, что когда самый плохой отзыв для меня, такой обидный, это когда люди пишут, классная перекись, прям как в аптеке. Вот для меня это прям обидно. Не надо меня сравнивать, нашу перекись, точнее, с аптечной. Я уже объяснил, что это две абсолютно разные перекиси. Люди просто не нюхают ее, скажем так. Вы возьмите аптечную перекись, понюхайте, нашу понюхайте, поставьте, и вам сразу станет понятно. Не нужно думать, что продается в аптеке, то, что в аптеке, это идеально. Все ровно наоборот. Поэтому многие сейчас покупают как раз-таки на маркетплейсах, и литрами, причем, не маленькими пузырьками. У нас основной продукт, это как раз-таки литровые упаковки. То есть люди используют не только ведь ее для кровоостанавливающего действия, а в быту. То есть, по сути, надо взять аптечную, вашу, сравнить и больше не задаваться вопросами. Просто ее понюхайте. Я же не говорю, что нужно взять себе, разрезать палец специально, можно подождать, Но вы просто ее понюхайте, и все сразу станет понятно. Как вы относитесь к употреблению перекиси водорода внутрь? Советовать я ничего не могу, потому что обычно я советую только то, что сам пробовал. Слава богу, не было у меня причин ее пить, Я, например, никогда не слышал о каких-то проблемах от людей, которые ее пьют в каких-то небольших количествах. Тоже это капля, 2 капли на стакан воды. В основном отзывы хорошие. У нас есть на сайте 2 книги, Неумывакин всем известный, и есть, мы сами ее перевели, книга американского автора. Она так и называется «Вся правда о пищевой перекиси водорода». То есть можно просто зайти к нам на сайт, ссылка будет в описании, и почитать. Там очень много чего интересного написано. И думаю, что кто этим вопросом интересуется, сделает для себя много открытий и найдет для себя много полезного. Если мы говорим про обывателя, как именно в быту можно использовать перекись водорода? Применений много. Все, в принципе, или почти все способы применения перекиси водорода можно посмотреть у нас на сайте или на видео в нашем блоге в YouTube. Но если смотреть более-менее глобально, то в первую очередь это дезинфекция всего и вся, опрыскивание разбавленными растворами растений, кстати, очень хорошо помогает. Добавление в посудомоечную машину в качестве отбеливающего средства в стиральной машине, обработка семян. Я даже после бритья обрабатываю свое лицо нашей перекисью. Обувь периодически, особенно в летний период, полезно опрыскивать, чтобы не было запахов. Ноги можете свои опрыскивать, ничего не будет точно. Опрыскали, протерли, заливаю посудомоечную машину, чищу зубные щетки, и так далее. То есть применений очень много на самом деле. И самое главное, что абсолютно экологически безопасно для человека, для окружающей среды, для помещений и так далее. Потому что в любом случае, когда вы берете именно чистую перекись водорода и что-то с ней делаете, у вас после ее разложения не остается ничего.
А если вы берете грязную перекись водорода, то нужно понимать одну простую вещь, что если вы, допустим, делаете дезинфекцию у себя на кухне, там, в квартире, и берете грязную перекись, то вот эти примеси, которые есть в перекиси, они ведь никуда не деваются. Они копятся. И особенно, кстати говоря, это актуально для людей, которые постоянно это делают. Например, там, в больнице, да, они постоянно обрабатывают стены, полы дезинфицирующими средствами и этим дышат. Вот в чем проблема-то. Ну уж если вы используете перекись, ну, покупайте вы чистую перекись водорода, чтобы у вас эти примеси, которые в ней есть, не оставались там, где вы живете. Ну вот у вас в линейке есть перекись водорода под маркой Ардезин с ионами серебра. Чем серебро обогащает перекись водорода? Ну, все знают, что как бы серебро само по себе антисептик, да. Наши бабушки и дедушки, когда солили огурцы, я знаю, они кидали туда серебряные монеты, и все прекрасно сохранялось. Вот просто взять перекись водорода и туда там поместить какой-то серебряный предмет, вот кольцо или там ложку серебряную, начнется очень обильное газовыделение, потому что перекись водорода на самом деле с тяжелыми металлами, как то железо, медь, там, серебро, золото, вообще несовместимо. То есть идет очень быстрое разложение. Но есть специальные, скажем так, технологии, да, которые вот мы у себя применили, когда совместили, казалось бы, несовместимое. Да? Есть перекись водорода сама по себе как антисептик, а есть серебро как антисептик. И когда мы их вместе соединяем, получается синергический эффект. То есть как бы когда действие одного компонента усиливается действием другого компонента. В итоге стабильный, как ни странно, продукт, и у него антисептические свойства, они гораздо более ярко выражены, чем у простой перекиси водорода. И, соответственно, выпускается ардезин у нас 3-5%, есть 50% концентрат, но это для профессионального использования. 5% раствор, например, очень хорошо работает против плесени. Вот. И вообще в Европе как бы вот эти препараты, поскольку они абсолютно экологически безопасны, довольно широко используются вот в медицинской практике, в бытовой и так далее. Какую перекись для чего выбирать? Для чего подойдет с ионами серебра? Для чего там 3%? Для чего больше? 3% перекись, она как бы это самый универсальный вариант. То есть это, как говорится, для всего, начиная от остановки крови, заканчивая тем, что люди там в стиральную машину добавляют для усиления отбелки. То есть это можно покупать литрами? Это можно покупать литрами. Даже по деньгам удобнее купить там 6% и разбавить до 3%. Если вы не собираетесь ее долго хранить, а просто там использовать для дезинфекции, можете просто ее вот разбавить прям водопроводной водой и в течение там суток-двое легко ее использовать, никаких проблем с ней точно не будет. Ну, вот. Что касаемо ардезина, просто это более сильный эффект. То есть, грубо говоря, вам обработку каких-то помещений, поверхности на кухне, там, вам просто нужно будет производить раза в 2, наверное, реже. Поэтому с точки зрения дезинфекции, то как бы я бы использовал ардезин, например. Теперь давайте в формате блица быстренько и коротко ответим на пару вопросов и вопросы людей из интернета. Это для тех, кто не готов слушать целый час интервью, но хочет знать про перекись все. Итак, сколько, по-вашему, сфер применения перекиси водорода? Мы насчитали, наверное, порядка 50. То есть это можно посмотреть на сайте. Вот. То есть перекись тема хороша, что, во-первых, она экологически, абсолютно экологически чистый продукт, потому что разлагается на кислород и на воду. А сфер применения много, как бы, то есть вы можете использовать ее у себя на кухне, в местах общего пользования, добавлять в посудомоечную машину в отделение, куда вы таблетки кладете, например. Обработка обуви, да, вот нашей, не надо аптечной, вот надо вот эту брать, как бы гарантия ничего не будет. У нас, кстати говоря, возникали вопросы у людей, что вот у них там ожоги получаются и так далее. Аллергии на перекись, да, уважаемые зрители. Аллергия у вас не на перекись, а на те примеси, которые содержатся в перекиси. Нагноение, которое у нас бывает, это работают лейкоциты. Слышали, наверное, да? А лейкоциты выделяют перекись. На минуточку. У нас на спирт не бывает аллергии. Он тоже содержится в организме. И на перекись тоже. Для чего применяются различные концентрации перекиси водорода? Концентрация перекиси водорода, как бы, чем она выше, тем она активнее, да? То есть, допустим, если идти от
снизу вверх, то 3% это считается наиболее безопасная концентрация для использования в быту. Вот, то есть там довольно сложно получить какие-то ожоги, травмы там, и так далее. 6% это более сильный антисептик. Да, при работе с ним уже все-таки желательно надевать перчатки, там, может быть, даже очки. Но это прямо для такой жесткой дезинфекции. Да, вот я знаю, что в больницах используют для стерилизации 6% растворы, как говорится, для большей гарантии дезинфекции. Собственно, поэтому и пишут на флаконах где-то только в перчатках использовать, а Да. где-то это не пишут. Чем выше концентрация, тем выше риски, на самом деле. То есть вот в бассейны льют 37% перекись, как бы последние годы, да, очень популярна она стала. Вот. Но там, потому что однозначно, если не хотите проблем, надо одевать очки и перчатки, потому что там уже, прям вот можно получить ожоги. Какую для дезинфекции концентрацию использовать? 3%. Везде и всюду. Как хранить перекись водорода после вскрытия? Так же, как и до вскрытия, единственный момент, если вы хотите, чтобы она хранилась подольше у вас, то храните ее просто в холодильнике. Чем холоднее, тем лучше. Какую концентрацию использовать для дезинфекции ирригатора и ингалятора зубных щеток? Именно для дезинфекции надо брать, конечно, 3%. Но если вы, допустим, хотите, как я делаю, зубную щетку просто почистить. Мы все знаем, мы чистим зубы. На зубной щетке часто накапливаются остатки зубной пасты. Если вы возьмете, допустим, полстакана воды и добавите туда миллилитров 10 перекись воды, то я вам даю гарантию, что утром ваша зубная щетка будет как новая. Вот вы сказали про то, что можно разбавить перекись водорода. Где почитать правила разбавления? Насколько я помню, на первой странице нашего сайта написаны пропорции, какой водой желательно ее разбавлять для того, чтобы она хранилась дольше. И сейчас у нас есть ролик в нашем блоге в YouTube. Ссылка, насколько я понимаю, там будет в описании, где в ролике прямо расписано, как ее разбавлять. Наглядно показано. Вопрос совсем от обывателей. Для чего делают отверстия в крышке флакона? Давайте так. Это не только флаконы, это и канистры тоже. От 37, допустим, процентная перекись, если мы говорим об использовании обычными людьми, там должна быть возможность для выхода кислорода при разложении перекиси. Иначе канистру раздует, лопнет. И про последствия я уже говорил. Для того, чтобы канистру не раздувало, в крышку вставляется так называемый дыхательный клапан. Это такой вспененный полиэтилен, через который кислород выходит наружу. И, соответственно, сделана дырка в крышке, чтобы была возможность этого самого выхода. Бывают ситуации, на самом деле, и за этим нужно желательно, следить, клапан бывает нерабочим. Это просто заводской брак. Производители перекиси, или те, кто фасует ее, они просто не в состоянии уследить за качеством клапана, да. Поэтому, если вы купили канистру, приоткрыли, закрыли, и нужно на нее посмотреть, чтобы ее не раздувало. Очень важный вопрос. Дает ли гарантию качества перекиси водорода наличие у производителя регистрационного удостоверения Минздрава на выпуск ее как изделия медицинского назначения? Частый вопрос, на самом деле. На сегодняшний день гарантий никаких нет. Это бюрократический документ, который не дает на сегодняшний день абсолютно никаких гарантий. Я даже вам больше скажу. Поскольку они все покупают техническую перекись водорода, то, по сути, получается, что это регистрационное удостоверение дает право реализовывать откровенно некачественный продукт, не побоюсь этого слова. Какая разница между вашей и остальной продукцией? В нашей перекиси водорода практически нет органики. Это, собственно говоря, как я уже сказал неоднократно, ощущается по запаху. Очень низкий сухой остаток, отсутствие бензоата натрия. То есть это очень чистая перекись водорода, которая действительно чистая и действительно долго хранится, в отличие от всего того, что сейчас продается на маркетплейсах абсолютно все, в аптеках абсолютно все и так далее. Разницы, еще раз говорю, между аптечной и той, которая продается в маркетплейсах, в магазинах и так далее, нету никакой. Вполне резонный вопрос. Где приобрести вашу перекись водорода? На данный момент наша перекись продается в магазинах «Светофор», «Фикс Прайс», «Маяк», на маркетплейсах. Соответственно, список этот расширяется, и его можно посмотреть на нашем сайте. Собственно, все. Вам спасибо большое. Я надеюсь, наши телезрители разобрались с перекисью и с ее качеством. Так что подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не пропускайте новые видео.